Я нутрициолог, и это топ-5 главных правил в моем рационе и в моем расписании. Первое. Мой рацион протеиноориентированный. Для поддержания мышечной массы, иммунной системы и здоровья в целом нужно кушать не менее 100 грамм белка в день, то есть приблизительно по 30 грамм белка за один прием пищи. Это не значит, что нужно есть много мяса, яиц, рыбы и сыра. Белок – это не только животные продукты, это и бобовые, чечевица, веганские сыры типа тофу, веганские полуфабрикаты, такие как мясо и фарш, а также протеиновые порошки. Второе, я слежу за жирами в своем рационе. Вы знаете, очень просто переесть жиров и от этого поправиться или повысить хроническое воспаление в организме. Такие продукты, как шоколад, сыры, сгущенка, торты, печенье могут вызывать зависимость. Часто такая зависимость происходит из-за сочетания жиров и сахаров в одном продукте. И в целом жирные продукты очень вкусные. От таких продуктов нелегко отказаться, и кушаем мы их довольно-таки часто, особенно сыры и шоколад. Производители пищевых продуктов об этом знают и специально добавляют сахар туда, где можно было бы его не добавлять, и делают продукты более жирными для того, чтобы они имели мягкую и сочную текстуру и были вкуснее, для того, чтобы именно их продукцию покупали. Поэтому стоит проверять количество жиров на упаковке. Третье – сон. Сон – это очень важный компонент нашего отличного самочувствия и высокой продуктивности. Я, как и все, иногда не сплю достаточное для себя количество часов, ложусь позже или встаю раньше, но всегда стараюсь наладить свой сон, если мой режим сна сильно сбился. И это начинает влиять на мою работоспособность и самочувствие. У каждого человека есть свое идеальное время для сна. Есть люди, которые высыпаются с 11 вечера до 6 утра. Кому-то больше подходит другое время, например, с 10 вечера до 7 утра. Нет какого-то общего правила, которое всем подойдет. Сон определенно важен. Наш мозг очищается за это время, наши мышцы восстанавливаются, нервная система и организм в целом отдыхает. И когда у нас уже накопился недосып, мы часто себя чувствуем разбитыми или нам может быть некомфортно, голова может болеть. Найдите удобное время для сна, реорганизуйте свое расписание дня, и вы будете более продуктивны и здоровее. Четвертое – движение и спорт. Каждый день я стараюсь много ходить, двигаться и 3 раза в неделю обязательно занимаюсь спортом. У меня нет любимого вида спорта, скорее всего у меня есть нелюбимые виды спорта, такие как пилатес. И сегодня я могу побегать, в следующий раз я буду заниматься с гантелями, а иногда мне все-таки хочется сделать йогу или пилатес. Все зависит от моего настроения и погоды за окном. А спорт и движение влияет не только на тело, но и на здоровье мозга. Есть исследования, которые показывают, что те, кто занимаются спортом, могут улучшить память и продуктивность, а также снизить риски возникновения психических расстройств, естественно, в связке со здоровой диетой и со здоровым образом жизни. Пятое. Я ничего себе не запрещаю, но знаю меру. Мы не можем питаться идеально все время. Мы идем в ресторан или нас приглашают в гости. Мы вышли с коллегой кофе попить, чай. И в такие моменты мы не всегда делаем здоровый выбор. Я не беру себе фруктовый салат, если я сижу в рыбном ресторане и я вижу в меню креветки в сливочном соусе. Я не буду отказываться от оливье в гостях. Если мы пьем кофе с коллегой, я возьму круассан или любимый лимонный тортик. Я просто в дальнейшем на протяжении дня корректирую количество жира и сахара, которое я знаю, я могу съесть на сегодняшний день. Как я это решаю? Я просто имею представление, сколько сахара мне нужно, чтобы побегать сегодня вечером и чувствовать себя отлично. Сколько жиров и какого качества мне нужно скушать для поддержания моего гормонального фона и здоровья моих клеток. Я знаю рекомендованные нормы, есть ссылка в описании, и особенности своего тела и здоровья. В целом это основные мои правила, которые помогают мне поддерживать свое здоровье и свой вес.
Иногда у меня не получается соблюдать все правила, потому что я человек, а не робот. Очень часто у меня сбивается сон, и я постоянно работаю над этим. Для меня это нелегко. У меня двое маленьких детей. Я учусь в университете и имею другие обязанности. У меня очень часто сбивается режим сна. Но когда я замечаю, что это влияет на мое настроение, на мое состояние, на мое здоровье, то я понимаю, что мне нужно налаживать свой режим сна заново. И когда я налаживаю свой режим сна, я чувствую себя намного лучше и морально, и физически. На этом все. Всем пока.